Всем привет, с вами Артем. Сегодня мы проведем экспресс-обзор системы охлаждения для процессора PC Cooler GI X4R V2 на базе LGA2011 с процессором Xeon E5-2689. И не теряя время, погнали распакуем данный аппарат. Спецификации устройства можно увидеть на коробке. Из основных это поддержка TDP в 145 Вт, высота башни 148 мм, обороты вертушки от 1000 до 1800 оборотов в минуту, максимальный уровень шума около 20 дБ, 4 трубки диаметром 6 мм, разъем подключения вентилятора 4 пин, высоту кулера и диаметр трубок мы позже прикинем. В комплекте имеем 4 пакетика. В первом мануал, рожковой ключ, 2 винта, крепление для вентилятора, термопаста и бэкплейт для крепления всех вариаций Intel LGA1150. Список поддерживаемых сокетов будет в описании. Во втором, соответственно, адаптер для сокета Intel. Третий содержит адаптеры AMD, AM, FM всех вариаций. А в четвертом пакете специальные переходники для сокета LGA2011. Вентилятор 120 мм, гидродинамический, секторной неуправляемой LED-подсветкой по граням. Цвет красный, что указано в модели буквой R. Имеются резиновые демпферы в местах крепления. Очень приятный на ощупь, как будто держишь что-то премиальное. Радиаторные пластины башни посажены на медные трубки. Трубки имеют непосредственный контакт с процессором, а на обратной стороне рабочего пятака есть дополнительный радиатор для теплоотвода. Давайте чисто ради спортивного интереса прикинем высоту и толщину медных трубок устройства. Как можно заметить, последняя пластина как раз расположена на высоте 148 мм, так указано и в характеристиках, но вот почему не учитываются выпирающие трубки, неизвестно, и так указывает подавляющее большинство производителей. Трубки 6 мм, все норм. При снятии защитной пленки с пятака можно увидеть грязные разводы, далее спиртом все это дело придется убрать. Сейчас на столе все составляющие для платформы LGA2011. Теперь давайте по шурику все это дело соберем. Вентилятор я, конечно, установил, но в дальнейшем его придется все-таки снять. Он перекрывает доступ к болтам крепления. Интереса ради добавил еще парочку товарищей для сравнения. Это Snowman MT4 и Snowman MT6. Только шестерку оставим с одной вертушкой. Если интересуют подробные тесты снеговика, то на канале я уже их сравнивал. В подсказках и в описании оставлю ссылку. Алгоритм теста сегодня такой. Погоняю в программе OCCT 15 минут стресс-тест. Для PC Cooler добавил еще и тест VIDA 64. Также покрутим кулера в паре игр. Это Far Cry 6 и Assassin's Creed Valhalla. Для начала давайте изменим алгоритм работы Smart Fan. Сейчас установлена моя стандартная схема, подходящая для большинства процессоров, но не для теста системы охлаждения. Сделаем ее более агрессивной. Напомню, что корпус используется открытого типа AeroCool Strike X Air, термопаста Gembert. Это аналог GD900. В общем, система охлаждения PC Cooler стартуем с программы OCCT. Температура возле корпуса около 26 градусов. Температура процессора в простое около 40 градусов. После старта сходу словили 50 градусов. Какое-то время 2689 работает с TDP 135 Вт, после уже держит отметку своего лимита в 115 Вт. Обороты вентилятора держатся на отметке 1870, и хочется отметить, это уже отчетливо слышно. Комфортный режим лично для меня уже немного перескакивает. На конец теста температура окружения поднялась на отметку 27 градусов, максимально зафиксированная температура процессора 54 градуса. Кстати, вентилятор имеет защиту по току. Охлаждаемся и погнали в стресс-тест AIDA 64. Температура в простое 38 градусов. График, к сожалению, не показывает температуру крышки процессора, только ядра. Максимальная температура процессора под конец теста установилась на 58 градусов. Давайте теперь посмотрим на пятно контакта рабочей поверхности системы охлаждения. Как можно заметить, небольшой кусочек остался нерабочим.
А вот так выглядит все это дело на процессоре. Теперь на очереди Snowman MT4. Температура в простой варьируется от 32 до 38 градусов. Момент старта аналогично с предыдущей системой, улетаем на 50 градусов. В дальнейшем крутимся около данной отметки. Обороты вентилятора около 1450 оборотов в минуту. Шум на комфортном уровне. На конец теста максимальная температура была зафиксирована на 55 градусов. Ну и последняя система — это Snowman MT6. И чтобы особо не затягивать, покажу уже конец теста OCCT. Максимально зафиксированная температура 57 градусов, и это самый высокий показатель из представленных систем охлаждения в тесте. Но как мы уже ранее в роликах говорили, что MT6 необходим второй вентилятор, с одним это сомнительная покупка. В целом имеем вот такую картину. При 15-минутном тесте PC Cooler GI X4R V2 максимальная температура в OCCT AIDA 64 54 на 58 градусов соответственно. Snowman MT6 в тесте OCCT 55 градусов и Snowman MT6 в OCCT 57 градусов. Теперь подкинем видеокарту поинтересней, в нашем случае это RX 570, и уже погоняем наши системы охлаждения в играх. Как можно видеть, PC Cooler и MT4 идут практически один в один, а вот MT6 на пару градусов имеет выше температуру в среднем. Вот такие получились результаты. Хотелось бы уточнить, что эти самые результаты не являются истиной в последней инстанции, и факторов на получение других показателей очень много, начиная от корпуса и заканчивая процессором, термопастой и так далее. PC Cooler GI X4R V2 стоимостью на сейчас $19 является неплохим вариантом для процессоров TDP, которых равен 115 Вт. На 145 Вт возможности проверить не было. В продаже имеется версия X3, которая имеет 3 теплотрубки и по каким-то маркетинговым уловкам стоит или так же как X4 или дороже. На мой взгляд, лучше взять уже X4. Что касается оборота вентилятора при максимуме 1800 оборотов в минуту, то это уже не очень комфортно, тогда когда у того же MT4 1400 оборотов в минуту особо не ощущается, производительность при этом не страдает. Но при нормально работающем смартфон в обычных условиях обеих систем не будет слышно. Стоит MT4 с доставкой около $25 и выше, но там уже PC Cooler X5 и X6 в конкуренты попадает. Я очень надеюсь, что информация для вас была полезна. Если это так, поддержите, пожалуйста, пальцем вверх, подпиской. Ну и пишите в комментариях, что думаете о данной системе охлаждения. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр. Всем добра!